Приветствую, коллеги! Меня зовут Всеволод, и мы готовим начать наш третий вебинар. Но сначала давайте проверим звук. Если меня хорошо видно и слышно, напишите в комментариях плюс. Если нет, напишите минус. Ждем остальных пользователей. Слышно, слышно, слышно. Супер! Связь установлена, и мы начинаем наш вебинар. В ходе сегодняшнего вебинара мы расскажем вам, как дифференцированно носить фосфорные, кальные и азотные удобрения с помощью платформы OneSoil. Наш доклад, точнее наш вебинар будет состоять из двух частей. Сначала мы с вами поговорим про фосфорные и калийные удобрения при внесении в основное, при основном внесении. И в конце вебинара мы с вами поговорим про дифференцированное внесение азотных удобрений в подкормки. У нас сегодняшний вебинар мы надеемся сделать более интерактивным. Пишите вопросы, мы будем останавливаться и отвечать на них, потому что тема достаточно сложная и интересная. И мы начинаем. Фосфор и калий – основное внесение. Первое, что хотелось бы сказать, то, что до появления техники для точного земледелия, до внедрения этих технологий, удобрения в основном носили сплошной нормы по всему полю. И для этого нужно было знать два параметра. Первое – это содержание элементов питания в почве. Второй параметр – вынос урожаемости сельскохозяйственных культур. Большинство методик, в принципе, основаны на этих двух параметрах. Некоторые используют еще дополнительные параметры, такие как геометрический состав, pH и так далее. И когда мы переходим к технологиям точного земледелия, возникают две проблемы. Первая из которых – варьируются ли агрохимические показатели на полях. Мы считаем, что да, варьируются. В ходе своей практики мы точным земледелием занимаемся уже больше 8 лет. Мы отобрали несколько тысяч почвенных образцов и установили следующее. То, что агрохимические свойства почв сильно варьируются на полях. Для примера мы решили показать вам одно из наших тестовых полей, где мы отбирали образцы каждые 50 метров. Мы делали в каждой точке 15 почвенных уколов, фиксировали GPS-координаты точки и после чего построили карту распределения фосфора, калия и других питательных элементов в почве. И положили эту карту на сетку элементарных участков площадью 5 гектар. Как вы можете видеть, то что в одном элементарном участке могут встречаться зоны на поле, где содержание фосфора более 300 и менее 100. Это показывает о том, что агрохимические свойства почвы могут очень сильно варьироваться. Следующее поле тоже из нашей практики, которое мы хотим с вами поделиться. Здесь мы поступили несколько другим образом. Мы отобрали также каждые 50 метров почвенные образцы и создали карту распределения фосфора на этом поле. После чего мы немного загрубили масштаб и для создания карты аналогичным способом использовали точки отбора, расположенные через каждых 100 метров. То есть, в принципе, 1 гектар. Как вы можете видеть, то, что карты достаточно сильно различаются. Еще одно поле, которое я хотел бы вам показать, это тоже тестовое поле, находится в Беларуси. Мы поступили здесь аналогичным образом. Мы отобрали образцы каждых 50 метров и построили карту распределения, в данном случае калия, и потом загрубили масштаб до каждых 100 метров. И тоже построили карту распределения содержания калия на поле. Одно поле, данные были получены в ходе одного почвенного отбора. Вы можете видеть, насколько сильно различается рисунок распределения калия на этом поле. И мы считаем, что если бы фермер использовал эту вот карту при частоте отбора в 100 метров и внес бы по этой карте калийные удобрения, он только бы усилил пространственную вариативность содержания калия на этом поле. После того, как мы получили такие результаты, мы решили посмотреть, что об этом считает научное сообщество.
Мы нашли огромное количество публикаций. Если вам будет интересно, мы обязательно вам их отправим. Вся эта информация находится в открытом доступе. То, что большинство из них говорит следующее, то, что для создания точных карт распределения фосфора и калия на поле необходимо отбирать образцы почвенные каждых 40-60 метров. То есть где-то в среднем 0,25 гектар. А теперь давайте посчитаем вместе с вами. Если вам надо создать детальную карту распределения макро- и микроэлементов на поле в хозяйстве площадью 10 тысяч гектар при сетке отбора 0,25 гектар, вам необходимо отобрать в районе 40 тысяч почвенных образцов. При средней стоимости агрохимического анализа одного почвенного образца в $20 мы получаем $800 тысяч на создание точных карт распределения фосфора и калия. И вопрос к нашим слушателям. Готовы ли вы инвестировать столько денег в агрохимическое обследование? Пока кто-нибудь ответит на этот вопрос, мы подождем пару секунд. Хорошо. Хорошо, мы идем дальше. Отлично, нет. На тестовом поле да. В принципе, мы с вами согласны, потому что такое детальное агрохимическое обследование нужно проводить только на тестовом поле, чтобы установить, насколько содержание в почве фосфора, калия и других макро- и микроэлементов варьируется на вашем типе земли. Вопрос от Евгения. Повторите, какая цена на 1 гектар? Мы не говорим сейчас с вами про цену на 1 гектар, мы говорим с вами о том, чтобы, как правильно сказать, в научных публикациях было сказано, что для того, чтобы создать детальное агрохимическое обследование, надо отбирать образцы каждых 40-60 метров. И на основании этого, то есть плотность отбора образцов 0,25 гектар. Другими словами, 4 образца на гектар. Алекс, $20 на один образец – это дорого. Ну, в принципе, это средняя цена. Мы смотрели, сколько стоит агрохимическое исследование образца на 5-6 элементов. Это, в принципе, как нам кажется, средняя цена. Если вы знаете, где дешевле, напишите, мы иногда прибегаем к агрохимическому обследованию, и нам было бы полезно знать. Виктор Вертейко пишет 30 рублей. Напишите нам, где можно будет сделать, мы... И вопрос это русских или белорусских. Хорошо. Мы поняли с вами то, что агрохимическое... что содержание питательных элементов в почве может сильно варьироваться. А дальше мы переходим к тому, варьируется ли урожайность на полях. Тут вопрос неоднозначный. И да, и нет. То есть есть поля, где урожайность варьируется, а где урожайность не варьируется. Другой большой плюс – то, что урожайность на поле легче получить. Для этого не нужно инвестировать такие большие деньги, как при агрохимическом обследовании. Для этого достаточно поставить на комбайн датчики и накапливать эту урожайность из года в год. Мы проанализировали огромное количество данных урожайности, более 300 тысяч гектар мы накопили, проанализировали, и можем сказать то, что есть поля, где урожайность варьируется, есть поля, где урожайность не варьируется. К примеру, я приведу поле, которое находится слева, где урожайность отличается от 1,3 тонн до 8,8 тонн, то есть разница более в 7 раз. И поле справа, где урожайность отличается только на 20%. И здесь стоит вопрос, где использовать дифференцированное внесение удобрений. Мы в компании OneSoil считаем, что на полях, где урожайность варьируется слабо, использование дифференцированного внесения удобрений не всегда рентабельно. Следующее, чем я хотел бы с вами поделиться. Мы понимаем с вами, что агрохимические свойства почв могут очень сильно варьироваться. То есть от к месту содержание фосфора и калия, серы и других питательных элементов могут сильно отличаться. Но сейчас активно используются методы зонирования поля. Метод зонирования поля предполагает то, что мы с помощью какой-то дополнительной информации
создаем на поле зону, где содержание питательных элементов однородно, и значение урожайности в этой зоне тоже однородно. И с помощью этих зон мы начинаем дифференцированно вносить удобрения. Мы в компании OneSoil тестируем, надеюсь, мы протестировали большинство методов, если не все. Первый из которых – это метод элементарных участков, второй метод – построение зон на основании карт содержания гумуса, третий метод – это с использованием зон, выделяемых по рельефу, четвертый метод – это с использованием карт урожайности, и пятый метод – с использованием карт электропроводности. Если мы забыли какой-то метод, напишите нам в комментариях, мы любим тестировать новые инструменты, новые способы зонирования полей. Напишите нам в комментариях, и мы с удовольствием дополнительно рассмотрим метод. В следующий раз поделимся с вами результатами. Начнем с методов. Первый метод элементарных участков. Здесь также, я поясню сейчас, это поле будет дублироваться на всех слайдах дальше. Слева вы видите карту распределения фосфора, и справа вы видите карту продуктивности поля. Она была построена на основании данных урожайности, которые мы собрали с комбайнов за 4 года. Кто из вас использует метод элементарных участков для дифференцированного внесения удобрений? Если такие-то есть, напишите в комментариях, чтобы мы знали. Никто пока не пишет. Хорошо, я продолжу. То есть у нас есть две карты. Карта распределения фосфора построена с помощью агрохимического обследования этого поля. Мы взяли шаг сетки каждых 50 метров, то есть мы каждых 50 метров отбирали образец, отправили его в лабораторию, получили результат, построили карту. В принципе, как и мы показывали в начале нашей презентации. Вы можете видеть то, что в границах элементарного участка содержание фосфора сильно варьируется, и урожайность в границах элементарного участка может сильно варьироваться. То есть, в принципе, мы встречали в нашей практике такие поля, где коэффициент вариации средний по элементарным участкам был равен коэффициенту вариации по всему полю. То есть элементарные участки не давали никакого увеличения точности. Все эти данные у нас есть. Если вам интересно, мы готовы с вами ими делиться. Пишите нам на почту. Мы в этом плане открыты. Сейчас почту сбросят. Следующий метод, который я бы хотел вам рассказать, это метод, основан на карте содержания гумуса. Сейчас достаточно много, сейчас отвечу на вопрос Сергея перед тем. Здесь и далее размер элементарного участка в районе 4,5 гектар. Следующий метод, который я хотел вам рассказать, это карта содержания гумуса. У кого есть агрономическое образование в этом чате, напишите плюс. И все вы должны знать то, что гумус является основой почвенного плодородия. То есть формально гумус может снизить пространственную вариативность содержания макроэлементов, микроэлементов и вариативность урожайности. Это гипотетически. Что мы имеем практически? Мы построили карту содержания гумуса, и на основании этой карты мы выделили зоны и посмотрели, как в этих зонах варьируется содержание фосфора, калия и варьируется многолетняя урожайность. Я могу ответить вам так. Не сильно лучше, чем при использовании элементарных участков. Следующий метод, про который мы хотим рассказать, это метод, основанных на построении, на выделении зон на поле с помощью рельефа. Мы взяли высокоточный рельеф, посчитали ряд морфометрических параметров, которые в наибольшей степени влияют на урожайность и на распределение влаги по полю. И посмотрели, как в этих зонах, опять же, как и на прошлом слайде, мы выделили зоны и посмотрели, как в этих зонах варьируется содержание питательных элементов в почве и значение урожайности. В принципе, большого прироста точности мы также не получили. Следующий метод, который мы тестировали, это карты электропроводности. Сейчас это стало делать очень модно.
Я очень часто слышу про то, что надо строить карты электропроводности с помощью различных сканеров. Их сейчас на рынке очень много. Мы тестировали этот метод и пришли к тому, что он также не снижает пространственную вариативность содержания питательных элементов в выделенных зонах. И урожайность тоже, вариативность урожайности тоже не снижается. То есть мы считаем, что этот метод на тех полях, которые мы тестировали, а их было достаточное количество, он не работал. И наш фаворит, метод, который мы хотели вам рассказать, так сказать, в конце, это метод, основан на картах урожайности. Мы также оценили, насколько содержание питательных элементов варьируется по выделенным зонам на основании многолетней урожайности и пришли к тому, что коэффициент вариации остается очень высокой. Но, естественно, что при использовании данных многолетней продуктивности вариативность урожайности в выделенных зонах, она очень низкая, значительно ниже, чем при использовании других методов. Сделаем небольшой опрос. А какой метод зонирования полей используете вы? Сейчас мы подождем, пока люди ответят. Мне нужно... Дадим пару секунд или пару минут. Какие выводы мы хотим сделать на основании того, что мы сказали здесь? Ни один из методов, которые мы рассмотрели, он не снижает пространственную вариацию агрохимических свойств почв. Это очень важно понимать, что агрохимия все равно будет сильно изменяться. То есть вы можете провести свой тест, вы можете прийти в поле, отбирать образцы каждых 10 метров, отправить эти образцы в агрохимическую лабораторию и посмотреть, как меняется содержание фосфора и калия на вашем поле. Это важно сделать, и мы рекомендуем вам это сделать. А еще, если вы готовы нам помочь, поделитесь этими данными, мы поможем вам их проанализировать. А второй вывод, который мы хотели сделать, что вариативность урожайности снижается при использовании зон продуктивности, что в принципе естественно. Если мы для построения зон используем данные урожайности, естественно, вариативность урожайности по этим зонам будет снижаться. И как следствие, лучший метод зонирования поля – многолетняя урожайность. Но здесь опять встает проблема. Где взять данные урожайности? Мы считаем что для зонирования поля необходимо обладать данными урожайности за 4, 5 и более лет. А те, кто использовал для зонирования полей данные урожайности, напишите, пожалуйста, в комментариях, за сколько лет вы использовали данные урожайности для зонирования ваших полей. Вторая проблема в данных урожайности – что комбайны часто не откалиброваны. И когда работает несколько комбайнов, могут возникать сложности при сведении этих данных. Как мы видим решение этой проблемы? 2 года, минимум. 2 года многовато, потому что надо использовать больше лет. Это наше мнение, что надо использовать от 4 и более лет. Про урожайность. То есть эти данные сложно получить, не у всех они есть. И когда мы накопили несколько сот тысяч данных по урожайности полей, мы решили проверить, насколько данные урожайности и вегетационные индексы связаны. Проанализировав данные, мы поняли что определенные фенологические фазы развития культур между данными яркости растений и фактической урожайностью обнаруживается достаточно высокая связь. Но здесь я хочу вас предупредить. Мы с вами сейчас не знаем, сколько тонн вы собрали в каждой точке поля. Мы сейчас знаем что какая-то зона на поле на 50% или на 60% более продуктивна, чем другая зона на поле. Верно и обратно. Мы знаем, что какая-то часть поля на 70% менее продуктивная, чем другая часть поля. То есть мы не предсказываем урожайность в абсолютных значениях, мы предсказываем урожайность в относительных значениях. И поэтому здесь
важно, здесь важно, когда вы используете наш инструмент в нашей платформе OneSoil, ввести планируемую урожайность. Под планируемой урожайностью мы понимаем то среднемноголетнее, которое вы получаете на этом поле. После того, как вы выберете поле, введете значение планируемой урожайности и предшественники, вы получите карту продуктивности поля и расчет нормы питательных элементов, которые надо внести, чтобы компенсировать вынос этого года. Все ли понятно? Если есть какие-то вопросы, задавайте сейчас. Я могу еще раз остановиться на некоторых деталях. Да, наличие сорняков очень сильно влияет на реконструирование урожайности, и если сорняков на поле очень много, вегетационные индексы могут дать абсолютно противоположный результат, который нужен. А как мы будем сравнивать карту урожайности подсолнечника и пшеницы, например? Да, это будет сложно, потому что об этом мы поговорим немножко дальше. Я постараюсь дальше в презентации, не забегать вперед, ответить на этот вопрос. Если вопросов сейчас нету, мы продолжим. Мы вам ничего не продаем. Платформа OneSoil является открытой и бесплатной для фермеров. И мы можем вам прямо сказать, где нельзя использовать метод, который мы используем в нашей системе. Первое, самое важное, то, что хотелось отметить, то, что не для всех культур между вегетационным индексом и данными фактической урожайности есть существенная связь. Среди этих культур это подсолнечник и соя. Если в вашем всеобороте эти культуры являются доминантными, к сожалению, вам надо с большой опаской использовать тот метод, который мы вам предлагаем. Вторая проблема для использования вегетации, для моделирования урожайности и расчете выноса питательных элементов – это поля с орошением. Это те поля, где орошение осуществляется на протяжении нескольких дней. И после того, как идет растительная машина, мы их называем у нас компания, дольки апельсина. И в этих дольках апельсина, которые давно не были политы, наблюдается низкая вегетация. И когда мы подбираем наиболее оптимальный спутниковый снимки за несколько лет, эти дольки апельсина с низкой вегетацией могут быть в разных местах, что не дает возможности использовать метод зонирования полей на основании урожайности, который мы смоделировали, на полях орошения. Эксперименты. Нас часто спрашивают про эксперименты. Этот метод мы используем уже более 5-6 лет, на протяжении 5-6 сезонов. Мы поставили огромное количество экспериментов на полях Беларуси, России, Украины, ближнего и дальнего зарубежья. У нас опять же есть данные. Если вам интересно будет на них посмотреть, пишите нам на почту, она уже была в этом чате. Мы с удовольствием поделимся этими данными, чтобы убедить вас использовать наш метод для дифференцированного внесения фосфорных и калийных удобрений. Эксперименты. Эксперименты – это очень важная часть лично моей работы в компании OneSoil. Я этим занимаюсь на протяжении многих лет. Я поэтому и получил, наверное, второе агрохимическое образование, чтобы понимать, как правильно закладывать эксперименты на полях. Здесь мы приводим одно поле. Если у вас останется сомнение по поводу этого метода, напишите нам на почту. Мы поделимся всей информацией, которая у нас есть по нашим экспериментам, и постараемся вас еще раз убедить использовать метод, основанный на данных вегетации, в своем хозяйстве. Суть эксперимента. У нас было поле. Мы зонировали поле на основании данных смоделированной урожайности за 4 года. И в этих зонах мы заложили опытные площадки, на которых вносили 3 нормы. Первая норма – это нулевая, это являлось нашим контролем. Вторая норма – это та норма, которая была средняя по полю на планируемую урожайность 6 тонн. И третья норма – это ту норму, которую мы рассчитали на основании фактической продуктивности поля. Мы
внесли фосфорные калийные удобрения, собрали результат, и что мы получили? Мы получили то, что в зонах с низкой продуктивностью растения не отозвались на высокие нормы внесения фосфорных калийных удобрений. В таких зонах можно вносить меньше и получать тот же урожай. В принципе, такую же картину мы видим и в зонах со средней продуктивностью. Интересно то, что в зонах с высокой продуктивностью в нашей практике иногда эти зоны имели отзывчивость на высокие нормы внесения удобрений, выше, чем средние по полю, иногда не имели. То есть здесь надо быть внимательным. На конкретно этом поле при использовании зон продуктивности, полученных с помощью компании OneSoil, нам удалось поднять урожай на 6 центнеров. И вопросы ответим. Да, Виталий, я абсолютно с вами согласен, что закон минимума Либиха никто не отменял. Мы любим называть это в Беларуси бочкой Либихта, третий закон земледелия. Абсолютно с вами согласен в этом плане. Нет, мы делали 3 повторности. Здесь просто в эту карту ее очень сложно вписать. Если вам интересно вариацию по повторностям опыта, мы вам отправим на почту. Нет, это поле, да, нет, я сейчас помню, это азимутотикальный. Влад, теоретически должно быть наоборот. Можете пояснить, пожалуйста? Можем, когда будем отвечать на вопросы, это еще раз обсудить и к этому вернемся. Как выровнять урожайность? Нас очень часто спрашивают, особенно фермерские хозяйства, у которых до 1000 гектар земли. Они говорят следующим образом. Да, ребят, я согласен, в этой зоне я все время получаю низкий урожай, но я не хочу получать низкий урожай, я хочу здесь все время получать высокий урожай. И мы для себя с помощью наших данных мы выявили ряд факторов, которые лимитируют урожай на полях. Первый фактор, точнее, мы их не только выделили, мы их ранжировали по частоте встречаемости. Первый фактор, который лимитирует урожай, это рельеф. То есть в большинстве случаев именно рельеф лимитирует урожайность на поле. Второй фактор, который лимитирует урожайность, это содержание гумуса. Третий фактор, который может лимитировать урожайность, это кислотность почвы. И за этой тройкой факторов, которые описывают 96-97% случаев, которые мы встречаем в нашей практике, именно эти 3 фактора лимитируют урожай. И 4-й, 5-й случай – это содержание макроэлементов, азот, фосфор, калий, сера и содержание микроэлементов. Дальше я хотел бы привести вам 2 поля из нашей практики. Первое из которых, где рельеф четко, очень отчетливо лимитирует урожайность, мы построили 3D-рендер для вас, чтобы вам было лучше понятно. Это низина, то есть в этой низине оптимальные условия по влажности из года в год. Здесь сюда происходит смыв всех микрочастиц, и здесь урожайность всегда гораздо выше, чем на возвышенностях. То есть, к примеру, по предыдущему году в низине мы получали 8 тонн озимой пшеницы, на возвышенностях мы получали 2, иногда 3 тонны. То есть разница была очень значительна. И такой случай вам не исправить, то есть вы не исправите рельеф. То есть можете, конечно, попробовать, но это маловероятно. И это самый лучший случай для дифференцированного внесения фосфорных калийных удобрений. То есть на те участки, где мы получаем низкий урожай, мы вносим меньше удобрений, на ту потенциальную урожайность, которую мы там получаем. На участки, где мы получаем большее значение урожая, вносим больше удобрений. Следующее поле, которое я хотел вам показать, это то поле, где нам удалось исправить зону с низкой продуктивностью. У нас это поле нашего коллеги, нашего фермера, который с нами активно работает, мы очень часто туда ездим, и мы получили зоны. Нам говорят, я абсолютно согласен с вашими зонами, но почему? Почему в тех участках низкий урожай, в других участках высокий урожай? Я хочу получать высокий урожай на всем поле. Мы проанализировали рельеф. Поняли, что рельеф никак
не влияет на зоны с низкой продуктивностью. После чего мы проанализировали яркость почвы. Яркость почвы тоже никак не влияла на зоны низкой продуктивности. После чего мы взяли почвенный отборник и пошли на поле. После того, как мы отобрали образцы, отправили их в лабораторию, мы поняли, что в участках с низкой урожайностью кислотность почвы ниже 4,5. И, естественно, такое низкое значение кислотности почвы, оно лимитировало урожайность. И здесь вопрос, тоже очень интересный агрохимический момент. Помимо низкой кислотности, в этой зоне мы получили среднее значение содержания фосфора по этому полю в районе 60 мг на килограмм, что является предельно низким значением. И наш совет фермерам: до того, пока он не исправил первую причину, низкую кислотность, в эту зону фосфорные и калийные удобрения вносить пока надо по минимуму, потому что это агрохимическая догма. При низкой кислотности фосфор приходит в недоступное для растений соединение, и формально он теряется из почвы. После того, как мы внесли мел, ситуация уже этого года, мы видим, что зона с низкой продуктивностью, она практически пропала. То есть из низкопродуктивной зоны мы получили зону со средней продуктивностью. То есть это, еще раз подчеркну, это пример решаемой проблемы. То есть вы, как агроном, либо фермер, сами должны понимать, решаемая проблема или нерешаемая проблема. Вам надо прийти на поле и проверить. Так, с фосфором и калием мы закончили. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Мы потом перейдем к секции вопросов. Сейчас мы проговорим с вами про азот. Эксперименты по азоту мы начали делать раньше, чем эксперименты по фосфору и калию. В нашей системе есть инструмент для дифференцированного внесения азотных удобрений. Он работает следующим образом. Мы берем актуальный спутниковый снимок, зонируем его и даем право агрономам, фермерам самим назначить норму внесения на этом поле. Почему мы так сделали? Почему мы пошли именно этим путем? Потому что мы поставили много экспериментов и поняли... Сейчас, одну секундочку. Мы поставили много экспериментов. Примеры наших экспериментов. Мы пробовали делать эксперименты с 2-3 азотными подкормками. Мы делали эксперименты только с одной азотной подкормкой. Мы очень много вносили азота дифференцированно и поняли, наверное, не истину, а достаточно элементарную вещь. Азот не всегда лимитирует урожайность. То есть и азот не всегда лимитирует развитие вегетации. В некоторых случаях с помощью азотных удобрением нам удавалось повысить вегетацию на поле и, как следствие, урожай. В некоторых случаях нам этого не удавалось сделать. Другими словами, с помощью одного спутникового снимка назначить нормы внесения азота без дополнительного исследования поля мы считаем невозможно. Поэтому у нас есть бесплатное приложение для скаутинга. Мы советуем вам перед тем, как назначать нормы внесения азотных удобрений, прийти в поле, оценить ситуацию и оставить заметки, после чего и уже на основании этого создавать карты для дифференцированного внесения азотных удобрений. Это, наверное, все то, что мы хотели вам сказать, это и с чем мы хотели вам поделиться в ходе этого вебинара. Еще раз напоминаю то, что... Сейчас, на секундочку, вопросы. Сейчас мы проведем опрос. Одну секунду. Пожалуйста, еще раз ответьте на наш вопрос, чтобы нам понимать, все ли вы поняли и полезно ли прошел вебинар или нет. Еще раз повторяю то, что мы готовы, мы открыты, мы готовы делиться с вами информацией о наших экспериментах и о наших результатах. Но мы считаем, что это очень важная часть нашей работы.
Еще раз повторяю, если вам нужно больше информации, пишите нам на почту, мы открыты, мы всегда можем созвониться отдельно и ответить на ваши дополнительные вопросы, которые у вас появятся. У людей уже куча вопросов, пишите, мы готовы отвечать на них. Я, может, пока отвечаю на вопросы, которые поступили в ходе регистрации. Вопрос нас очень насмешил. Часть кукурузы на поле съели коровы, NDVI низкий. Как распознать и исключить такие делянки от повышенного внесения азотных удобрений? Я думаю, это лучше сделать с помощью нашего мобильного приложения «Скаутинг». Вопрос от Ярослава. Когда будет онлайн-загрузка данных? В принципе, она сейчас есть. Если вам нужны какие-то дополнительные инструменты, напишите нам, мы подумаем, как можно их будет добавить. Как по урожаю определить лимитирующий фактор роста и развития растений? Никак. По урожаю вы можете видеть, вы только выделить те зоны, где есть какой-то лимитирующий фактор. А дальше уже надо смотреть на дополнительную информацию. Мы советуем в первую очередь смотреть на рельеф, потом на яркость почвы, а потом отбирать образцы на кислотность. Как внедрить это хозяйство, где выращивается кукуруза как монокультура? Я думаю, без каких-либо проблем, потому что вегетационный индекс кукурузы в определенной фенологической стадии ее роста очень сильно связан с ее фактической урожайностью. Так что, в принципе, за эти карты, которые вы будете получать, которые оценивают продуктивность ваших полей, мы готовы вручаться. Почему именно калий и фосфор? А как же азот? И по каким данным вы делаете зонирование? Спасибо. Почему именно калий и фосфор? Потому что азот очень нестабильный элемент в почве, мы считаем, что его надо носить немного по-другому, и думаю, мы в скором будущем сделаем еще один инструмент, который позволит носить азот в основное внесение тоже дифференцированно. Как система рассчитывает норму внесения, если знает только, что я хочу посеять, но не делала агрохимического анализа почвы на содержание макро- и микроэлементов? Здесь вопрос в том, что мы пытались вам ответить, то, что никто не знает, ни вы, ни кто-то либо другой, сколько фосфора, калия, серы, магния и других питательных элементов содержится в вашей почве. Здесь мы отталкиваемся от следующей логики. Если вы на протяжении, допустим, 5 лет носили на поле среднюю норму на 6 тонн, а в одной части поля получали 2 тонны, а в другой получали 8 тонн, тогда там, где вы получаете 2 тонны, фосфор и калий, скорее всего, не лимитирующие факторы. И пока вы не устраните, если это возможно, тот лимитирующий фактор, нету смысла вносить туда фосфора и калия на 6 тонн. Можно экономить средства и вносить меньше. Так, мы завершили наше голосование. Видно же, да? Убедили ли вы в том, что наш метод расчета норм для внесения премий на практике? 8 человек убедили. Я думаю, это хороший результат. Мы рады. И 12 человек, сложно сейчас ответить, нужно больше информации. Не проблема, пишите нам, дадим больше информации, обсудим и подробно расскажем, как это работает. Теперь мы переходим в режим вопросов-ответов, которые поступили в ходе вебинара. Вы пробовали спектрально различать культуры, сорняки по разным типам фотосинтеза? Думаю, пробовали, но на том пространственном разрешении снимков, которые мы используем, это практически нереально. Если на поле растут сорняки, я бы в первую очередь посоветовал бы сначала поднять уровень агротехнологий в хозяйстве перед внедрением технологий точного земледелия. Не очень понял, для калия и азота, для калия и для азота разные индексы спутниковой или один тот же. Для азота мы берем последний актуальный спутниковый снимок и просто вам его зонируем. Для расчета фосфора и калия мы берем снимки за ряд лет, моделируем по этим снимкам урожайность, так как мы знаем, в какую фенологическую фазу надо взять спутниковый снимок, чтобы он наиболее сильно описывал урожайность. Делаем композит, то есть получаем интегральное изображение, и на основании этого интегрального изображения мы оцениваем продуктивность поля.
Фосфор по Кирсанову. Калий, ладно. Как рассчитывать фосфор с учетом разной кислотности на поле? Перед тем, как рассчитывать, здесь важно понимать то, что какой фактор, который лимитирует урожайность на поле, является ведущим. Если у вас, я это уже говорил, если на поле у вас низкая кислотность, фосфор перейдет в недоступное для растений состояние. Это факт. И перед тем, как давать высокие дозы фосфорных удобрений, вам надо решить проблему с кислотностью. С помощью нашей системы, скорее всего, участки низкой кислотности будут являться зонами низкой продуктивности. Вам стоит зайти в нашу систему, получить карту продуктивности поля и пройтись по зонам низкой продуктивности и отобрать образцы, проанализировать их на почвенную кислотность. После того, как вы решите вопрос с почвенной кислотностью, когда вы раскислите почву или, если у вас щелочная реакция почвенной среды, приведете ее близко к нейтральному состоянию, тогда вам уже можно будет думать о том, как повышать содержание фосфора в почве к оптимальному уровню. Какие показатели нужны для расчета по калию? Вам нужно, в принципе, как и по фосфору, вам нужно указать планируемую урожайность на полях, после чего мы оценим вынос питательных элементов по этому году. И мы считаем так вносить удобрения на основании выноса наиболее правильным, который сейчас разработан. Мы используем данные спутники Sentinel-2, это оптический спутник. Вы можете загружать данные с работы техникой, но пока данные с комбайнов, но пока мы их не используем для создания зон. Я думаю, в скором будущем мы обязательно будем их использовать. Если вам нужна помощь по обработке этих данных, вы можете написать нам, мы, думаю, сможем вам помочь. Мы про это и говорим. То, что есть закон лимитирующего фактора. И если на поле, в каких-то участках, выраженных по рельефу, из года в год наблюдается дефицит влаги, по нашим данным, я об этом не говорил в ходе презентации, фосфора на таких участках при оптимальной реакции почвенной среды более чем достаточно. Выше оптимального в 2-3 раза. И пока вы не исправили этот лимитирующий фактор, вы можете вносить меньше фосфора и экономить на этом деньги. Да, мы приедем, если он, конечно, приедет. Планируется ли адаптировать ваше приложение для diff-несения СЗР? Очень хороший вопрос. Этот год у нас прошел в компании под знаком экспериментов. Мы старались поставить эксперименты по diff-посеву и по дифференцированному внесению СЗР. Нам это практически удалось. Думаю, мы соберем урожай этого года, посмотрим, что мы наделали на полях, и поделимся с вами информацией, подумаем, можно ли будет на основании этих данных вносить СЗР. Мы, наверное, несколько тысяч гектар закрыли экспериментальных в этом году по фунгицидам, гербицидам. С удовольствием поделимся информацией со всеми. Возможно, через один сезон мы создадим инструмент для диф-посева и для дифференцированного внесения средств защиты растений. Надо смотреть на ваши данные. Так, сходу я ответить на ваш вопрос не могу. На урожайность растений влияет более 250 факторов. Надо посмотреть на ваши данные и подумать, почему фосфор не усваивается в конкретно вашем случае. Напишите, пожалуйста, что вам было непонятно в ходе текущего вебинара. Мы, может, подумаем рассказать что-нибудь более подробно про какую-то тему.
если вам интересно. Тут расчета калия непонятно. Смотрите, мы вносим удобрения на вынос. То есть, если мы понимаем то, что мы не учитываем содержание калия в почве, мы рассчитываем удобрения на тот вынос, который будет в этом году, год посева. А в точном земледелии должен быть нейтральный или положительный баланс питательных элементов. То есть если вы понимаете то, что в какой-то зоне вы из года в год получаете 2 тонны, тогда надо в этой зоне вносить на 2 тонны. Если вы в другой зоне получаете 8 тонн, вам надо вносить калия на эти 8 тонн. То есть чтобы на ваших полях был положительный либо нейтральный баланс. Счет по выносу. Кукуруза, например, выносит 11 кг тонн фосфора и 21 кг калия. То есть я сейчас вам не пересчитаю, я думаю, можно открыть справочник и посчитать вынос. Сейчас мы... Тут вопрос, какую урожайность вы будете получать. Краснодар не выносит калий 20 лет на некоторых полях без потери урожайности. Ну да, в принципе, если почва богата калием, иногда его дополнительно не вносят. Но все равно рано или поздно это приведет к истощению почвы. Если вы фермер и заботитесь о своих землях, я считаю, вы должны поддерживать положительный баланс питательных элементов на ваших землях. Ну, я именно про это и говорю, то, что если калия в почве достаточно, он очень высокий, вы можете, некоторые фермеры не вносят дополнительно калий, но это, опять же, приводит к истощению почвы. Внесение с посевом. Если вы имеете в виду рядковое внесение с посевом, тут все зависит от того, какую технику вы используете. Здесь никаких проблем нету. Вы указываете планируемую урожайность, мы рассчитываем вынос, вы вставляете флешку с загруженной картой заданий в ваш трактор, и все. То есть здесь ничего отдельно внедрять не надо, нужна техника и карта. Вопрос от Алексея. Появится ли функция просмотра NDV всего хозяйства, а не отдельных полей? Думаю, скоро появится. У нас должно скоро все появиться. Немного юмора. Я хочу отметить, что мы достаточно динамично развиваемся, мы слушаем наших пользователей и добавляем функционал, необходимый именно вам. Как рассчитать норму удобрений на маленькой площади, 5-10 соток? Я бы не использовал точное земледелие на площади 5-10 соток. И спутники, наверное, тоже. Зависит ли подбор типа фосфорных удобрений от кислотности почвы и от количества осадков? Хороший вопрос, наверное, сейчас затруднюсь на него ответить. Но я все-таки убежден, что от кислотности почвы подбор типа фосфорных удобрений не зависит. Еще один вопрос. Каким образом оптимизируется пространственная схема внесения НПК по NDV-серии для полей с большой долей сорной растительности? Здесь я считаю то, что если на поле, я уже на это отвечал, но еще раз повторю, то, что если на поле много сорной растительности, наверное, надо сначала бороться с сорной растительностью, а потом уже внедрять технологии точного земледелия. Есть ли у вас портфолио компаний, которые успешно и эффективно используют ваш продукт? Я думаю, таких более чем достаточно. Мы общаемся с большим количеством фермеров, агрономов и представителей компаний, наверное, практически во всей Европе и в большом количестве стран мира. Хотел бы попробовать вариант составления карт отбора образцов грунта на основании вашей DIV-карты, внесения удобрений. Честно говоря, я сомневаюсь, что вы получите результат. Я бы в первую очередь попробовал отобрать образцы с очень плотной сеткой хотя бы на небольшой экспериментальной части поля. Вы можете эти образцы отправить нам, мы их проанализируем, и вы
сможете сами сделать вывод на основании конкретно ваших данных. Трактор даст команду на сеялку, какая сеялка на сегодня сеет div посевом. Да, наверное, многие сейчас сеют div посевом. Мы сеяли John Deere, мы сеяли Kernland, мы сеяли сеялками Вандерштат. Сейчас, наверное, большинство сеялок мировых брендов делают сеялки, которые позволяют дифференцированно сеять и дифференцированно вносить удобрения. Давайте еще буквально пару минут. Если кто-то не успел задать вопрос, задавайте. Если остались вопросы, пишите нам на почту. Мы будем рады на них ответить. Мы любим, когда нашими инструментами пользуются пользователи. Носить Спросили, да, публикуем. Так, сейчас. Носить микроэлементы лучше по листу или в почву? Хороший дискуссионный вопрос. Я считаю то, что вносить лучше по листу. Но все зависит от конкретной ситуации на ваших полях. Мы рады, то, что вам понравился наш вебинар. Кто-то спорит и говорит, что только по листу. Ну, я тоже считаю, что только по листу, но есть случаи, когда вносят и в почву. Но это, наверное... Если честно, я не хочу вдаваться в дискуссию по листу или в почву. Давайте вернемся к теме вебинара. Если есть еще вопросы о том, как работают наши инструменты, с удовольствием вам ответим. А еще у нас есть статья в блоге. Я уже читала. Ее отправляли в чат. По фосфору и калию. Да, по фосфору и калию. Мы надеемся, что мы подробно описали, как это работает. Так, Да, я читал исследование, которое определяет засолённость по оптическим снимкам. Думаю, это должно быть хорошо видно, когда почва распахана. Так. Я обязательно узнаю, что это за стратегия. Даже не встречал такой. Можете ссылку скинуть. Да, скиньте нам ссылку, мы обязательно ознакомимся. Мы учимся всегда. Я думаю, нам было бы полезно прочитать про эту стратегию. Самое приятное в нашем инструменте то, что он является бесплатным. И вы всегда можете попробовать им пользоваться. Так, вот предложение можно там посмотреть. Давайте попробуем. Если у вас остались вопросы, которые мы не раскрыли, Влад, напишите нам на почту. Мы постараемся вам лично ответить, если у нас будет достаточно информации по этой теме. Мы, может быть, проведем еще один вебинар. Я так понимаю, вопросов больше нету. Спасибо вам за то, что слушали нас. Мы выложим запись. Мы выложим запись обязательно. Мы очень рады, то, что вы нами пользуетесь. Мы готовы, я еще раз повторяю, если у вас остались вопросы, или вы хотите подискутировать по поводу внесения фосфора и калия, пишите нам. Мы всегда готовы отвечать на ваши вопросы и делиться нашей информацией. Все, тогда мы с вами прощаемся. Сейчас Анатолий еще что-то пишет, может быть, вопрос. Спасибо, очень интересно был вопрос. Спасибо. Очень рад, что вам понравилось. Все, будем заканчивать. До свидания. Спасибо большое, до свидания. Со мной была моя коллега Вероника, она мне помогала. Без нее мы бы не справились. Еще раз спасибо, до свидания, до новых встреч.